Всем привет, с вами снова Евгений. На прошлом уроке мы уже сформулировали структуру торговой стратегии, которая включает в себя условия входа, выхода и управления рисками. Сегодня мы делаем первый и очень важный шаг к автоматизации этой стратегии. Мы будем реализовывать условия входа в сделку на языке MQL5. Мы начнем с очень простого условия. Если цена выше значения экспоненциальной скользящей средней с периодом 20, то купить. Важно понимать, что это не попытка заработать деньги прямо сейчас. Это ваша первая реализация логики трейдера в коде, и основная ее цель – обучение. Сегодня вы научитесь трем вещам: подключать индикаторы в MQL5, проверять условия на графике, а также входить в сделку по заданному правилу. Теперь давайте разберемся в последовательности действий нашего бота. Давайте визуализируем его логику с помощью блок-схемы. Представьте, что мы идем шаг за шагом по этому алгоритму. Так, первый шаг – это начало или on-tick. Это стартовая точка, и каждый раз, когда на рынке поступает новый тик, то есть происходит любое изменение цены, наша функция on-tick начинает свою работу. Следующий шаг – это получить цену bid. Бот первым делом запрашивает и получает текущую цену bid для торгового символа, на котором он установлен. Эта цена используется для открытия покупок. Затем создается дескриптор. На этом этапе бот пытается создать уникальный идентификатор или дескриптор для нашего индикатора EMA20 с заданными параметрами на таймфрейме 15, периодом 20 и по ценам закрытия. Далее ключевая проверка. Дескриптор корректен или нет. Здесь бот спрашивает, получится ли у меня валидный дескриптор для EMA. Если ответ нет, то есть дескриптор некорректен, например, произошла ошибка или не удалось инициализировать индикатор, тогда бот немедленно завершает работу текущего цикла on-tick. Это предотвращает дальнейшие ошибки. Можно сказать, что это выход, ошибка handle. Если ответ да, то есть дескриптор корректен и все в порядке, тогда бот переходит к следующему шагу. Следующий шаг — это copy буфер в EMA. Теперь, имея корректный дескриптор, бот обращается к нему и копирует самое последнее актуальное значение скользящей средней из буфера индикатора в наш заранее подготовленный массив. Далее снова проверка, получен ли буфер. Бот проверяет, удалось ли мне успешно получить данные из буфера индикатора. Если ответ нет, то есть данные из буфера не были получены, например, потому что нет истории или график загружен не полностью, тогда бот также завершает работу функции on-tick. Это выход, ошибка буфера. Если ответ «да», то есть данные успешно получены, тогда бот переходит к проверке наших торговых условий. Итак, мы переходим к первой части нашего торгового условия. Бот проверяет, есть ли сейчас хоть какие-либо открытые позиции по любому торговому инструменту. Если ответ «нет», то есть открытые позиции есть, тогда бот в соответствии с нашей логикой не будет открывать новую сделку и просто переходит к концу on-tick. Это наша защита от множественных входов. Если же ответ «да», то есть открытых позиций нет, тогда бот переходит к следующей, второй части нашего условия. Вторая часть нашего условия – это сравнение цены с скользящей средней. Бот спрашивает, текущая цена bid выше, чем значение EMA20. Если ответ «нет», то есть цена не выше, чем скользящая средняя, тогда бот не открывает сделку, так как условие входа не выполнено, и также переходит к концу on-tick. Если ответ «да», то есть цена действительно выше, чем скользящая средняя, то теперь все условия выполнены, и бот переходит к открытию сделки. Если все условия сошлись, то открываем покупку. Бот отправляет команду терминалу MetaTrader 5 на открытие позиции на покупку с заданным размером лота по текущей цене и без стоп-лосса и тейк-профита в этом уроке. После открытия сделки появляется лог, сигнал «Покупка». Бот выводит сообщение в журнал экспертов терминала, информируя нас о том, что был сгенерирован сигнал и открыта сделка. Это очень удобно для мониторинга. И завершающий шаг – это конец. Функция on-tick завершает свою работу, и бот ждет следующего тика, чтобы повторить весь этот цикл заново. Вот так вот шаг за шагом наш бот проверяет условия и при их выполнении совершает торговую операцию. Чтобы начать писать наш код, нам, конечно же, нужно открыть MetaEditor. Это редактор MetaQuotes Language. Если у вас уже запущен терминал MetaTrader 5, просто нажмите клавишу F4 на клавиатуре. У меня, к слову, уже открыт готовый код для примера. Теперь давайте рассмотрим, как создавать совершенно новый файл, в котором мы будем разрабатывать нашего первого бота. Для этого в MetaEditor нажмите «Файл», затем «Создать». В появившемся окне выберите советник «Шаблон».
и нажмите «Далее». На следующем шаге мы задаем имя нашему боту. Например, давайте назовем его EMA20. Это будет простое и понятное имя. Нажимаем «Далее». Здесь мы ничего не трогаем и снова жмем «Далее». Наконец нажимаем «Готово». После этого MetaEditor сгенерирует для вас шаблон кода. Все, что находится внутри этого шаблона, вы можете смело удалить, так как мы будем писать код с чистого листа или вставлять свой. Если вы решите не печатать код вручную, а просто скачаете его с моего сайта по ссылке, которую вы сейчас видите на экране, также вы можете найти эту ссылку в описании к видео, то в этом случае файл будет в формате TXT. Вы можете просто открыть его, скопировать все содержимое, а затем вставить этот код в только что созданный нами файл EMA20 в MetaEditor. После этого обязательно сохраните файл. Это можно сделать, просто нажав комбинацию клавиш Ctrl плюс S. И затем очень важный шаг — скомпилируйте код. Для этого нажмите клавишу F7. Именно на этом этапе после компиляции вы увидите, есть ли в вашем коде ошибки. Давайте сейчас искусственно создадим ошибку, чтобы наглядно показать, как это работает. Например, я добавлю лишнюю фигурную скобку в наш код и скомпилирую еще раз. Как видите, теперь у нас появилась ошибка в окне внизу. Чтобы быстро обнаружить ее в коде, просто дважды щелкните по этой строке с ошибкой. В коде нас сразу перебрасывает на ту строку, где предположительно находится проблема. Теперь удаляем эту лишнюю скобку, снова сохраняем наш файл и компилируем его. Ошибок нет. Это значит, что наш код готов к работе. Теперь мы переходим к самому интересному. Это детальный разбор кода на языке MQL5. Мы будем изучать каждую строчку, чтобы понять ее назначение и почему она написана именно так. Приготовьтесь, это будет очень подробно. Первая группа строк — это комментарии и метаданные. Эти строки — обычные комментарии. Они начинаются с двух косых черт и используются для объяснения кода. Компилятор их просто игнорирует. Очень хорошая практика оставлять подобные комментарии, чтобы ваш код был понятен и другим разработчикам, и вам самим в будущем. Это так называемые директивы препроцессоров. Они добавляют важные метаданные к вашему эксперту, то есть к вашему боту. Property Copyright указывает авторские права, а Property Version — версию вашего эксперта. Эти данные вы сможете увидеть в свойствах советника прямо в терминале MetaTrader 5. Далее у нас подключение библиотеки и создание объекта для торговли. Эта строка включает стандартную библиотеку под названием TradeMQH. Зачем это нужно? Эта библиотека предоставляет очень удобный класс, который называется cTrade. В нем содержатся готовые методы для выполнения торговых операций, таких как открытие, закрытие и изменение ордеров. Без этой библиотеки нам пришлось бы писать гораздо больше кода, используя низкоуровневые функции MQL5 для каждой торговой операции. Она значительно упрощает нашу жизнь. Здесь мы создаем экземпляр класса cTrade и присваиваем ему имя Trade. Теперь, используя этот объект Trade, мы можем легко вызывать методы для торговли, например, trade.buy, что позволит нам открыть сделку на покупку. Следующая строка определяет важный параметр для нашего бота. Обратите внимание на ключевое слово input. Оно делает эту переменную доступной для изменения пользователям прямо в настройках эксперта в терминале MetaTrader 5, без необходимости перекомпилировать код. Это очень удобно для быстрой настройки бота. Double — это тип данных для чисел с плавающей точкой, то есть для дробных чисел. Размер лота может быть дробным, например, 1/100, 1/10 или 1,5. Поэтому тип double подходит идеально. Lot size — это имя нашей переменной, которая будет хранить размер лота для наших будущих сделок. 0,1 — это начальное значение по умолчанию. Если пользователь не изменит его в настройках, бот будет торговать лотом 0,1. Почему именно double? Потому что, как мы уже говорили, лоты на Форексе могут быть дробными. Использование int целочисленного типа не позволит нам задать, например, 1/100 лота, что критически важно для правильного управления рисками. Вопрос, который мог бы у вас возникнуть: могу ли я использовать float, например, вместо double? Теоретически да, но double предоставляет более высокую точность, что крайне важно для любых финансовых расчетов. В MQL5 double является предпочтительным типом для работы с ценами и объемами. Теперь переходим к основной функции нашего бота — Void on Tick. Это специальная функция обработчик событий в MQL5. Void означает, что функция не возвращает никакого значения. On Tick — это функция, которая автоматически вызывается терминалом MT5 при каждом получении нового тика, то есть при каждом изменении цены по торгуемому инструменту.
Это по сути точка входа для всей логики нашего бота. Вся логика, которая должна выполняться при каждом обновлении цены. Например, проверка условий и потенциальное открытие сделки помещается именно внутри этой функции. Внутри onTick мы начинаем получать необходимые данные. Мы объявляем переменную price типа double для хранения текущей цены. Symbol info_double – это встроенная функция MQL5, которая возвращает информацию о торговом символе, например, EURUSD. Symbol – это предопределенная переменная. Она всегда содержит имя текущего торгового символа, на котором установлен ваш эксперт. Symbol bit – это константа, которая указывает, что мы хотим получить текущую цену bit. Цена bit – это цена продажи, и именно по этой цене мы покупаем актив, когда открываем позицию на покупку. Нам нужна текущая цена, чтобы потом сравнить ее со значением EMA и решить, открывать ли эту сделку. Теперь мы обращаемся к нашему индикатору скользящее среднее. Мы объявляем целочисленную переменную handle. Эта переменная будет хранить так называемый дескриптор индикатора. IMA – это встроенная функция MQL5, которая создает и возвращает дескриптор для скользящей средней. Этот дескриптор – это как уникальный идентификатор или ключ, который используется для дальнейшего доступа к значениям индикатора. Мы не получаем сразу само значение EMA, мы получаем доступ к нему. Давайте разберем параметры функции IMA. Во-первых, это символ, для которого рассчитывается индикатор. Опять же, символ означает текущий символ, на котором работает бот. Период N15 – это таймфрейм, на котором рассчитывается индикатор. В нашем случае это 15-минутный таймфрейм. Что важно, даже если ваш бот установлен на график 30 минут, например, он все равно будет получать данные по скользящей средней именно с таймфрейма 15 минут, потому что мы это явно указали. 20 – это период скользящей средней. 0 – это сдвиг индикатора. Это означает отсутствие сдвига, то есть мы получаем значение для текущего, самого нового бара. Mode EMA – это метод усреднения. Здесь мы указываем, что хотим именно экспоненциальную скользящую среднюю. И Price Close – это цена, по которой рассчитывается индикатор. В данном случае это цена закрытия бара. Функция IMA возвращает этот дескриптор. Он позволяет нам в последующих шагах получить конкретные значения скользящей средней, когда они нам понадобятся. После создания дескриптора мы обязательно проверяем его на корректность. Invalid handle – это предопределенная константа, которая указывает на некорректный или недействительный дескриптор. Эта проверка жизненно важна, чтобы убедиться, что индикатор был успешно создан и инициализирован. Если IMA вернула invalid handle, это означает, что произошла какая-то ошибка. Например, проблема с графиком или с самим индикатором. В таком случае дальнейшее выполнение кода не имеет смысла. Оператор return немедленно завершает выполнение функции onTick, предотвращая потенциальные ошибки. Теперь мы готовимся получить само значение скользящей средней. Мы объявляем массив EMA буфер типа double с одним единственным элементом. Функция copyBuffer, которую мы будем использовать далее, предназначена для копирования данных из буферов индикатора именно в массив. Даже если нам нужно только одно значение, самое последнее. Функция copyBuffer всегда работает с массивами, поэтому мы создаем массив размером 1. Если бы мы хотели получить, например, 5 предыдущих значений EMA, мы бы объявили массив большего размера. После объявления буфера мы копируем в него значение скользящей средней. copyBuffer – это функция MQL5, которая копирует данные из буфера индикатора, используя его дескриптор, в нашем случае handle, в наш указанный массив. Давайте разберем параметры функции copyBuffer. Handle – это дескриптор индикатора, который мы получили от IMA. 0 – это индекс буфера индикатора. У EMA обычно только один буфер. Его индекс всегда 0. Следующий 0 – это индекс начального бара, с которого нужно начать копирование. 0 означает текущий, самый новый бар. Единица – это количество элементов, которые нужно скопировать. Мы хотим получить только одно последнее значение EMA. EMA буфер – это наш массив, куда будут скопированы значения. Меньше 0 – это проверка на ошибку. Если функция copyBuffer вернула отрицательное значение, это означает, что ошибка произошла. Например, нет истории данных или график загружен не полностью. В таком случае return опять же завершает выполнение onTick. Эта строка фактически извлекает рассчитанное значение EMA20 для текущего бара и помещает его в наш массив EMA буфер. Без этого шага мы не смогли бы получить само значение скользящей средней. Теперь, когда значение скользящей средней находится в массиве, мы извлекаем его в простую переменную.
мы объявляем переменную EMA типа double. Используя EMA буфер, мы обращаемся к первому и в нашем случае единственному элементу массива EMA буфер по индексу 0 и присваиваем его значение нашей новой переменной EMA. Теперь у нас есть чистое, легкодоступное значение скользящей средней, которое мы можем использовать в нашей дальнейшей логике. Следующие строки — это сердце нашей торговой логики. В коде MQL5 у нас это условие разбито на два независимых, но в PDF-файле это условие объединено в одно. Это наше главное условие входа в сделку. И давайте разберем его по частям. Первая часть — это Position Total. Это функция MQL5, которая возвращает общее количество открытых позиций по всем торговым символам. Оно равно нулю и означает, что мы проверяем, нет ли вообще открытых позиций. Почему именно Position Total равен нулю? Это сделано для того, чтобы бот не открывал множество покупок подряд на каждом тике, пока цена остается выше, чем скользящая средняя. Это простейшая, но очень эффективная защита от множественного входа в одну и ту же сторону. У вас мог возникнуть вопрос: а что если у меня уже открыта позиция, но по другому символу, например, фунт к доллару? Бот не откроет сделку по евро-доллар. Именно так. Position Total проверяет все позиции по всем символам. Если вам нужен более точный контроль, например, чтобы бот открывал сделки только если нет открытых позиций по текущему символу, можно использовать другие функции. Но для цели этого урока Position Total равный нулю — это упрощенная и достаточная защита. Если мы объединяем два условия в одну строку, то используем логический оператор и. Условие будет истинным только в том случае, если обе части этого условия истинны. То есть позиций нет. Это наша основная торговая логика входа. Мы проверяем, является ли текущая цена price выше значения скользящей средней EMA. Эта конструкция if определяет, когда наш бот должен открыть сделку. Он сделает это только в том случае, если на рынке нет других открытых позиций. Это наша защита от повторных входов. И текущая цена выше скользящей средней 20. Это наша торговая логика. Если все условия выполнены, бот приступает к открытию сделки. Эта строка выполняется только в том случае, если наше условие if оказалось истинным. TradeBy — это метод объекта trade, который мы создали ранее из класса cTrade. Он используется для открытия позиции на покупку, то есть buy. Давайте разберем параметры метода buy. Во-первых, это lot size, размер лота, который мы определили ранее как input double lot size равный 0,1. Symbol — это символ, на котором открывается сделка, то есть наш текущий символ график. Price — это цена, по которой мы хотим открыть сделку. Здесь используется текущая цена бит, которую мы получили в самом начале функции. 0 — это параметр, предназначен для stop-loss. В данном случае 0 означает, что стоп-лосс не устанавливается. Следующий 0 — этот параметр предназначен для take profit. Он также означает его отсутствие. Buy on EMA — это комментарий к нашей сделке. Этот комментарий будет виден в истории сделок в терминале MT5, что очень удобно для последующего анализа и отслеживания. Если все ваши условия выполнены, эта строка дает команду терминалу открыть сделку на покупку с заданными параметрами. Важно отметить, что в этом уроке сделка открывается без стоп-лосса и take-профита. Это сделано сознательно, так как управление сделкой, установка стопов и тейков — это тема нашего следующего урока. И последняя строка в нашем коде — это print. Print — это функция MQL5, которая выводит текстовое сообщение в специальный журнал экспертов. Этот журнал вы можете найти во вкладке «Эксперты» в терминале MetaTrader 5. Вообще, это очень полезный инструмент для отслеживания работы бота и понимания, когда он сгенерировал сигнал или в нашем случае открыл сделку. Помогает при отладке или анализе поведения. Итак, наш код успешно скомпилирован. Теперь пришло время запустить нашего первого бота в реальной торговой среде MetaTrader 5. Давайте откроем терминал MT5. В окне «Навигатор», который обычно находится слева, найдите вкладку «Советники». Среди них вы увидите нашего нового бота, который называется «Вход по тренду EMA 20». Теперь аккуратно перетащите нашего бота прямо на график, на котором вы хотите, чтобы он работал. После того, как вы перетащите бота, откроется окно его настроек. Перейдите на вкладку «Общие». Здесь обязательно поставьте галочку напротив пункта «Разрешите логарифмическую торговлю». Без этого бот не сможет совершать никакие действия. Затем перейдите на вкладку «Входные параметры». На данном этапе нашего кода, как вы помните, мы можем менять только один параметр – это величину лота, lot size. Если вы хотите изменить его, сделайте это сейчас. Как только все настроено, нажмите ОК. Теперь вы увидите, что наш бот применен к текущему графику.
Обратите внимание на значок в правом верхнем углу графика. Изначально он будет прозрачным, и это означает, что бот пока не активен. Чтобы его активировать, нажмите на кнопку AlgoTrading на панели инструментов терминала. Сейчас она красная, а как только кнопка станет зеленой, а значок бота на графике приобретет яркий цвет, это будет означать, что ваш бот успешно запущен и находится в работе. На данный момент мы видим, что на графике EURUSD рынок находится в нисходящем тренде на 15-минутном фрейме. В такой ситуации наша сделка на покупку по условию цена выше EMA не откроется. Ну и это правильно. Чтобы лучше отслеживать действия бота, давайте откроем нижнее окно терминала. Для этого зайдите в меню «Вид» и выберите «Инструменты». Или просто нажмите комбинацию клавиш Ctrl-T. В этом нижнем окне вы увидите различные вкладки: «Торговля», где отображается ваш баланс и открытые активы, «История», где будут все ваши прошлые сделки, а также очень важные для нас вкладки — это «Эксперт» и «Журнал». Сейчас, чтобы увидеть работу бота в действии, давайте откроем график другой валютной пары, например, USD-CAD. Снова настройте его при необходимости и повторите процедуру. Перетаскиваем нашего бота на новый график и, конечно же, разрешаем алгоритмическую торговлю. Нажимаем ОК в его настройках. Теперь во вкладке «Эксперты» в нижнем окне вы увидите, что бот запустился и начал анализировать текущее состояние котировок валютной пары USD-CAD. На каждом тике он активно проверяет, что происходит на графике. Если условия совпали, вы увидите сообщение о том, что выполнилась покупка 0,1 лота. Переходим на вкладку «Торговля». И здесь мы видим, наша сделка открылась. Обратите внимание, что, как и ожидалось, никаких стопов пока нет. Это абсолютно нормально для этого урока. Самое главное, сделка открылась ровно одна, несмотря на то, что тики продолжают поступать. Это означает, что наша проверка условия, если нет открытых позиций, работает абсолютно верно. Поздравляю, вы успешно запустили своего первого торгового бота, который умеет принимать решения о входе в сделку. Давайте подведем итоги. Что вы сегодня узнали? Во-первых, это как подключить индикатор в MQL5 и получить его значение. Во-вторых, это как проверить условия на графике с помощью языка MQL5. В-третьих, это как открыть сделку по заданной логике. И в-четвертых, это как не допустить повторных входов в сделку по текущей логике. Сейчас ваш бот умеет входить в рынок, но не знает, как из него выйти. Поэтому в следующем пятом уроке мы добавим в него стоп-лосс и take profit. Это превратит вашего бота в законченную торговую систему, способного не только входить в рынок, но и вести сделку от начала и до конца, управляя рисками и фиксируя прибыль. На сайте вы можете найти PDF-гайд сопроводительный, а также вам будет предоставлена возможность скачать код, полностью завершенный. Вы можете скопировать его из скачанного файла, добавить MetaTrader 5, сохранить, скомпилировать, а потом запустить в своем терминале, чтобы протестировать. Хотя я рекомендую самостоятельно его перепечатать, разобрать каждую строку, это поможет вам разобраться глубже. Также хочу вас поздравить с тем, что вы сегодня запустили своего первого бота. Да, он простой, но вы уже начали программировать. Не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте учиться. Присоединяйтесь к группе в Telegram, а также регистрируйтесь на сайте. Увидимся на следующем уроке.